Я вас приветствую, дорогие друзья! В этом ролике у нас изготовление дверей, врезка фурнитуры, отделка и монтаж. Постараемся разбить этот ролик на несколько частей. Итак, вот таким образом происходит раскрой шпона. Одну сторону уже прифуговали. Зажимаем струбцинами и переходим к фуганку. Прифуговали шпон, разложили. Получается у нас вот такая история. Шпон раскладываем с переворотом и с разворотом. Собираем на гумирку и в пресс-напор. А здесь у нас сотовый наполнитель. Каркас из ЛВЛ бруса. Степлером прибивается по периметру. Так что очень высокая жесткость получается конструкция. Наличники клеим коробками. Каждая коробка потом будет распилена на две части. Тем самым мы избегаем фанеровки всяких кромок. Сейчас мы их склеили на малярную ленту вот в такую конструкцию. Сейчас намазываем клеем и собираем вот такую трубу. Фреза под 45. В результате у нас четкие фаски. Друзья, продолжаем изготовление наших дверей. На очереди у нас коробки. Коробки у нас также из МДФ. Предварительно пласти мы зафанеровали и сейчас наклеиваем кромку. Кромка состоит у нас из шпона, но из двойного шпона. То есть мы сначала переклеили шпон в прессу. Получилась у нас вот такая вот конструкция. Практически фанера только в одном направлении. Такое решение позволяет нам снять вменяемую фаску примерно 0,8 мм. И шпон при дальнейшей обработке не скалывается. Режем кромки. В качестве инструмента у нас фанеровочная пилка. Значит, не пытаемся прорезать все сразу. Во-первых, это сделать трудно. Во-вторых, гораздо проще это сделать за несколько этапов. Канцелярским ножом я это делать не рекомендую, потому что он может уехать куда-нибудь не туда. Ну и к тому же это еще небезопасно. Используйте инструмент, тот, который действительно для этого предназначен. Итак, мы отделили нашу кромочку. Теперь ее можно будет фанеровать. Кромочная фреза и обкатываем. Поскольку шпон двойной, мы не боимся, что что-то нас колет. Ну и вот результат вот такой у нас промежуточный есть. На очереди коробки. Соответственно, что у нас здесь есть? Два 16-х МДФ, фанерованные ясенем, двойная кромка, которая является базой. И притвор десяточка МДФ, также фанерованная. Наша задача сейчас это дело приклеить сверху. Чтобы это не съехало, мы пропилили паз в притворе и сейчас пропилим паз в коробке. И приклеим. Далее от, как уже сказал, базы мы пропиливаем ширину и широкую часть
коробки фанируем также двойным шпоном. Ну, соответственно, все это вот так вот выглядит. Пропилили паз. Сделали пазы под горизонты в коробках. Итак, вот такая у нас конструкция. Это будущий наличник в виде такой коробки. Пилим на две части с разворотом. Получается два Г-образных наличника-добора. Вот таким образом получается такое изделие. Спиливаем все остальные. Распилили. Вот эти две МДФ-финки являются как бы подпорками, чтобы это все не сложилось. Сделали мы сегодня пазы в наших коробках под наличник. Вот таким образом он, значит, у нас будет вставляться. Вот. 15 миллиметров. И, соответственно, покажу вот верхнюю часть. Да, как она будет собираться. Вот в этот паз будет установлен наличник. Друзья, чтобы просверлить нам отверстие, сделали вот такой вот шаблончик, чтобы не размещать. Таким образом, четкие отверстия. Обращаю внимание, что оно не посередине, потому что здесь у нас шов, здесь МДФ плотный и обязательно съедет. Поэтому сместили на 2 миллиметра. Друзья, мы переходим к шлифовке наших дверных полотен. И обычно такие вещи шлифуются двумя абразивами. В данной ситуации у нас P80 и P120. Поскольку после первого прохода, после более грубого абразива могут оставаться некие царапины, чтобы их убрать, мы применяем водную провокацию. Что это такое? Проходим всю поверхность, у нас поднимается ворс и затягиваются царапины от более крупного абразива. Далее, через час, когда тепло, это высыхает очень быстро. Эта поверхностная влага, она не нанесет какого-либо вреда. Шпон не отвалится, если он хорошо приклеен, он никуда не денется. И, соответственно, проходим 120-м абразивом и желательно в обе стороны. Самое главное, всегда мы двигаемся, нигде не останавливаемся. Вставляем в паз. Все это выглядит тут отсюда. Итак, вот таким образом наша коробочка дверная с наличником собраны. Друзья, переходим к врезке фурнитуры. Начинаем с замков. Замочек у нас в данной ситуации HGB Medina Polaris. Самый известный замок магнитный. Фрезеруем фланец замка. 18 фреза, 30 кольцо. Глубина 3 миллиметра. Ограничители, дальше которых у нас не выйдет фрезер, и начинаем выбирать мясо. Под ручку и под вертушок у нас есть отверстие 22 миллиметра, кольцо копировальное 12 и 8 фреза. И сейчас мы вскрываем эти отверстия. Ну, таким образом у нас получилось отверстие. А вот ряд сверху и снизу это будет фрезой 5. Именно сюда вставляются штифты, которые стягивают ручку. Врезали.
Оп. Все. Заподлицо, отверстие просверлено. Эти маленькие отверстия, пятерочка для стягивания двух частей замка. Это вертушок у нас сантехнический. Здесь саморезы, здесь, соответственно, стяжки и саморезы добавятся. Вот таким образом. Друзья, продолжаем врезку фурнитуры. На данном этапе у нас петли. Петли, как обычно, мы применяем только скрытые. В данной ситуации это Siemens Werk 303, который позволяет держать нагрузку до 60 кг на 2 петли. Итак, у нас есть вот такой вот шаблончик из МДФ. Фрезер с копировальным кольцом. Фреза 24 мм. Кольцо копировальное 30. Сейчас ставим шаблон и начинаем фрезеровку. Друзья, у нас установлен шаблон. Первым этапом глубина 6 мм. Вторым этапом ставим ограничители и фрезеруем под тело петли. 6 мм у нас выставлено, потом переставляем в револьверный упор и уже добиваем на глубину 34 мм и 32 мм будет на дверной коробке. Итак, поехали. Итак, друзья, вот что получилось. 6 мм у нас. Ставим упорчики, фрезеруем под тело петли. Ставим петельку нашу в посадочное место и крышечки. Все, сейчас еще просверлим под саморезы отверстие. Ну, у нас все заподлицо. Петля стоит. Вырезаем все остальные и переходим к дверным коробкам. Вот для чего была сделана такой вот уступчик у шаблона. И, соответственно, по той же самой схеме вот, фрезеруем коробку. Сейчас шаблон снимем и дофрезеруем на 32 мм. Врезали петельку в коробку, соответственно, таким образом. А вот этот люфт, это сделано для того, чтобы можно по высоте было отрегулировать. Вот. То есть центральные мы, тут две пары отверстий, два просверлим, а два закрутим уже, когда выставим дверь. То есть вот такое вот простое решение вертикальной регулировки, это на самом деле очень хорошо. То есть чем меньше всяких движущихся частей, тем лучше. И вот здесь вот такое простое и эффективное решение от компании Siemens Werk. Категорически поддерживаем. Ну вот, как-то так.